Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. Приветствую зрителей нашего канала со всего мира. Сегодня у нас новое видео, в котором мы вместе с вами посетим международную выставку, посвященную грузовым транспортным средствам Комтранс Россия 2023. Предыдущая выставка проходила в 2019 году, и в основном она была представлена отечественными и европейскими грузовиками. Сейчас же, спустя 4 года, я думаю, ни для кого не секрет, выставка будет представлена отечественными и китайскими автомобилями. Заранее я на Дроме уже посмотрел, какие машины китайские есть сейчас в продаже, их технические характеристики, стоимость. На Дроме все это есть. Но сейчас мы вместе с вами пройдемся по выставке и вживую посмотрим на те экземпляры, которые нам сегодня предоставят. Все, всем приятного просмотра, поехали. Находимся мы в центре Москвы. Сегодня мне будет помогать Эдуард Альбертович. Итак, нас встречает синяя дорожка. И первый китайский. Это что за производитель БАФ? Мы к ним не пойдем? Нет, там какой-то интересный, он сидельный тягач стоит. Почему же мы его пропустим? Наша тема. И что мы имеем? А как выкрасили мотор, смотри, интересно. Золотой. Хочу обратить внимание, что на китайских грузовиках, видишь, окна постоянно в спальнике есть. Наверное, во всех практически. Не, хотя сейчас еще пересмотрим. Ну так, по памяти, то, что я по фоткам смотрел, практически на всех есть. Можно не закрывать. О, кожаный салон. И сразу выглядит все, даже обшивок не хватает. Соответственно, очень похоже все на Мазурик. Последний годовой выпуск. Пластик, конечно, так себе. Такси, бе. Прикольная имитация строчки, как будто кожей обшили. Даже USB вход есть. Для зарядки. Да, на ручке ручника, конечно, могли бы сделать что-нибудь посимпатичнее. Смотри, широкий спальник, широкий. Помесь КамАЗа, блин, с чем-то непонятным. Второй спальник, здесь достаточно высоко. Посмотри, сколько мультируль. Селектор переключения передач. Ну, кружка, гонка, ракета, петарда. Вентиляция. Подогрев сиденья. Ну да. Столько функций даже на новой Скане не найдешь. Но датчики закрытия двери. Жигулевские. И фонарики подсветки тоже. О, ручка. Ручка тоже такая интересная. Как у Мазурика? Ну да. О, прям чувствует, пышет надежностью. Хотя закрывается дверь классно. Что по внешнему виду? Ну такой, не страшный. Серьезная заявка на победу. Но это только начало, это только начало. Всем привет. А эти самые. О, кабина МАН ТГС, правильно? Да, чего нет? ТГМ. ТГМ? ТГМ. Это Холо, да? Вообще бомба. Смотри, А как тебе залезла?
Это Sinotrack. Сидишь. Здесь уже, слушай, класс отличается. Смотри, какие панели по сравнению с предыдущей. Ну смотри, отливка ручки какая, не знаю, заметно будет, незаметно. Дима, при этом я тебе могу сказать, сиденье с развитой боковой поддержкой. Сейчас, подожди. Так, здесь. Как-то сюда залезть. И самая необходимая вещь в комплектности. Баллонный ключ. Смотри. Вместе Спальник спальник. есть. Полуторный. Ну, половину. Боковая поддержка. Очень удобно Да? сидеть в кресле. Кстати, на пассажирском точно так. Очень приятно. Ну, здесь пустовато, но здесь особо никто не выпендривался. Wi-Fi с Bluetooth в магнитоле. Климат-контроль. Автоматический. Полноценный. Конечно, с кнопками они тут сильно не морочились. Ручку, собственно говоря, не меняли. Я думаю, она всех будет такая. Ну, в век Что цифровизации. это вот эта закрутилка? Бортовым компьютером управления. Это какая-то камера переднего обзора, что ли? Не вижу там. Да. Вот так, здесь только круиз, громкость, телефон. А бортовой компьютер управляется. Вот этим джойстиком. Да. Это что-то оси обозначено. Подвеска, А, система бортового взвешивания. Во. О. Обалдеть. Причем установка, судя по всему, у нас на саморезы в панель не особо морочись даже. Ну да. Где-то в России ставили. Возможно. Так, для тех, кто не в курсе, особенно люди за границей, автомобили китайские в большинстве своем, да, они же собираются по лицензиям заводов европейских, там МАН, правильно? То есть точные копии делают, моторы, точно так же агрегаты, Краденая ZF. технология, либо выкупленная технология старых автомобилей. Нет, они под лицензией. Вот Ситрак точно, они под лицензией изготавливают. МАН имеет 25% Ситрака, если я не ошибаюсь. Поэтому они вот большинство будет похоже на МАНы, немецкие автомобили. Сейчас мы уточним. Еще какая-то пушка. Вот это вот интересный автомобиль, смотри. Что он тебе напоминает? Какой автомобиль? Какой автомобиль он тебе напоминает? Надо посетить его. Это похож на Мерседес МП-4. МП-5. Пошли, залезем, посмотрим, что там. Ну, Удобное количество ступеней. чтоб ты понимал, написано Фотон Даймлер. Акустика. Чтоб ты понимал, подстаканник Ого. тоже Фотон Даймлер. Ой, Это не так. пацаны. Ой, ребята, друзья, мы вообще сели в какой-то круизный лайнер. Я не знаю, это что-то топчик какой-то. Во-первых, смотри, какой спальник. Эдуард, Ух ты! двухместный. Приборная панель. Двухместный спальник, Информативно. окошко. Еще один спальник. Низкое давление. Ух ты, господи. Прям приятно смотреть, да? Слушай, выглядит, вот это выглядит круто машина. Фотон? Тахограф. Тахограф заслуживает особого внимания. Интересно, как их менять. А как контролировать? При этом Смотрите, какой мы огромный слышим, дисплей. как натужно работает насос подкачки топлива, при всем при том, что старта не производится. То есть не происходит отключение при достижении давления. Селектор переключения передач. Ну, выглядит на самом деле, смотри, впереди дистроники. Ну, эти. могли бы поставить уже и кнопку, конечно, вместо обычного ключа. Ну, здесь есть заготовки предусмотрены. То есть в случае чего можно доустановить кнопку. По желанию.
Руль не особо удобный, конечно. Очень тонкий и очень маленький. Сиденье удобное? Не смотри. Сиденье, вот, между прочим, в предыдущем варианте был гораздо удобнее. Но спальник Это просто топчик. — это траходром. То есть это идеальный... Смотри, лепестки, что ли? Конечно. В случае перехода на спорт-режим Как у меня в Мерседесе. 520 лошадиных сил, извини меня, это заявка на победу. Подрулевые переключатели. Есть кнопка SOS. Ну, они практически на всех сейчас, на новых машинах. Но здесь она изображена очень ярко, ее видно. Датчик, Слушай, здесь, датчик наверное- света, датчик дождя. Это серьезно. Это очень серьезно. Как-то вот это должно, видимо, Ну, открываться. панелька. Не, ну пластик деревянный, да, ну, слушай, китайцы никогда не стремились. Смотри, вот это что? Эдуард. Ну, это, собственно говоря, литары, радары. Контроль полос там всякое. А вот эта боковая. То же самое. Ну-ка, я в полный рост стою. Да, я в полный рост. Автономка, даже управление автономкой удобное. У меня 183 рост, я спокойненько стою здесь. Даже есть турник. Я вот хотел сказать, но я думаю, что это все-таки полотенцесушитель какой-то. Нет, это турник. Если вы весите менее. Ну, в принципе, китайцы все спортивные. Ну-ка, что у нас здесь? Ну, здесь просто ящик Рундук с водой. огромный. Тут по фотону. Ну, такие, пластик, конечно, такой вот он прям чуть-чуть желает оставлять лучшего, но в целом, я думаю, если А вот считать ценовой диапазон данного Получается- автомобиля, то первый. совсем неплохо. Рядом с первым. Вот прям перед нами первый, да. Это вот красиво выглядит, пока не дотрагиваешься. Дорожка к выходу южному. То есть синяя дорожка прям по улице и прям. Пепельница. Слушай, Ух ты! это сразу запаковали. Слушай, там уже даже есть бычки. На заводе курили. Изготовители. Не, я думаю, просто их своим ходом гнали. По два водителя, поэтому... При этом даже есть парашют, отдельная ручка парашюта. Но я смотрю, на многих китайцев почему-то есть. Притормаживать прицепом. Но нет 12 вольт прикуривателя. Оба прикуривателя 24 вольта. Есть. Но есть USB для зарядки. Поэтому... И AUX. для Слушай, это подключения. для карточек каких-то этих копилка? Ну, если тебе надо рассчитаться или купить онлайн-услуги у китайцев, то оставь. Сразу вставляешь, оплачиваешь. Продолжить пользоваться мультимедиа? Да-да-да. Да, хочу песню дослушать до А конца. мультимедиа продлевается платно? То есть это для карт, да? То есть банковскую карту вставляешь и продлеваешь. Онлайн-оплата. Траксон. Здрасте. Мазман. Девять 800 ориентировочная цена. Друзья, а мы сейчас с вами посмотрим, сколько стоит этот красавец. Я знаю, где смотреть. Открываем дром. Заходим в раздел спецтехника. Так, сидельные тягачи выбираем. Сидельный тягач. Марка, модель. Подожди. Подожди, как там перевести? Ауман Фотон. Подожди.
Фотон Ауман. Как правильно называется? Ну давайте выберем так. Показать. А, ну вот он. Подожди. 9800, возможно, скидки. Смотри, здесь 2023 год. Выставляют продавцы 11, 10 600, В данном 9 200. Новый. В данном варианте можно даже до 9200, а то и до Слушай, здесь сколько ты говорил? 500? 520. Здесь вот 460 лошадиных сил, 9200. Добавлю объявление в избранное. На дроме есть такая функция очень удобная. И посмотрим, как будет меняться цена. Кстати, есть еще очень удобная функция, это подписки. Можно и другие машины посмотреть. Например, у меня уже сохраненная, видите? Шахман. Си-трак я отслеживаю. Поэтому, кому интересно, заходите на дром. Самый удобный поисковик для автомобилей. Ну а мы пошли дальше. Здесь мы подходим. Как он называется? Мощная коммерческая транспортная средство. Коробка ZF, дизель, евро 6. Мотор Каменс. Ну, с Каменсами чаще всего ZF ставят. Слушай, ну выглядит он прям вообще тоже так ничего. Смотри, какой красивый. Пластик. Сканер 100 серий. Он даже не выглядит дешево. LED фары, прошу заметить. Полностью LED. Ледовские фары. Сканер 6 серии. Господи, даже мимо не промазали. Ну я не знаю, что-то мне кабина не... Ну, больше Мерседес напоминает по форме. Кабина, прошу заметить, с расширением. С каким расширением? А, ну да. Здесь тоже, наверное, спальник будет. Видишь, они для комфорта пошли. То есть маленькие китайцы перетащили. Двигатель Cummins, коробка ZF Traxton. Трахон. Да, все. Максимально простенько. Облегченная рама. Для автомобиля 6.4 облегченная рама далеко не плюс. Главное, у него ресурс. Да, 3 листа. Седло, смотри, какое. Фольгированное. Это тебе не Йост, правильно? Очень прикольно то, что на китайских автомобилях трубки топливные, прозрачные. И вот практически на всех, где стоят два бака, стоит клапан электронного переключения между баками. То есть никаких ни кранов, ничего. То есть какой бак включил, тот уровень не показывает, из того бака и питается, и обратка, и подача. За исключением автономного отопителя. Он запитан всегда с одного. К нам приезжал на ремонт один автомобиль, у него воздух в топливо попадал. Мы его так вот по трубкам и сразу и вычислили, откуда он у нас попадает. Ладно, мы внутри не А были. теперь 580 лошадиных сил. 580 маленьких китайских пони. Посмотрим его изнутри. Ой. Машины высокие, в одной руке телефон держать неудобно. Главное не навернуться здесь. Так. Что? Диагностический разъем прямо на панели. Ты посмотри, сколько здесь устройств. Сиденье такое себе, здесь контроль водителя, состояние. Ну, если вдруг устал, то он тебя начнет предупреждать. Уже стоит кнопка старт-стоп. Уже нет ключа. Доска нет. Не знаю. Смотрите, вот опять же про спальники. Он реально двухспальный, тут можно лежать вдвоем. Здесь поменьше спальник, конечно же. Окно, как я и говорил. Уже электронный ручник, не как в предыдущих машинах, которые мы смотрели. Беспроводная зарядка. Наконец-то, да? Беспроводная зарядка.
Ну, ручки даже так, не сказал бы, что сильно прям такие уже не очень. Стояночный кондиционер, что ли? Вероятнее всего, да. Ну, неплохо, неплохо. Что-то интересное. Как вам такой простой автомобиль? Интересно, сколько он стоит? 212 называется. Металлический изнутри. Все максимально просто. Для дачи, рыбалки. Все, стильные болты эти вот уходят сюда, шляпки болтов. Максимально. Чудо. Как вам, Андрей Юрьевич? На дачу возили бы, нет? А дальше, думаю, да. Надо узнать, сколько, интересно, стоит данный аппарат. И сравнить с нашим УАЗиком. Патриот больше точно. Не, ну Патриот это уже более такой дорогой автомобиль. Тут как-то попроще. Со старым? Да, да. Электростеклоподъемники. Пластик, конечно. Пластиком это переплавленные детские игрушки. Покрашенные. А здесь фотон. А, это да. Там был просто Ауман, а здесь просто Фотон. Давай посмотрим, в чем там отличие. Нет, там ты лучше вон посмотри, Болгарии. Прям один в один. Подожди, сейчас дойдем. Подожди, надо все пересмотреть. Ну, здесь уже, да. Снаружи вроде одинаковые, но... Здравствуйте. О, а внутри уже совсем другое дело. Тут был, наверное, премиум класс Фотон. Даймлер, а этот уже просто Фотон. Спальник все равно широкий, не такой, конечно, как там, но расширен за счет вот этого выступа. Ну, попроще автомобильчик. О, и дверь сразу закрывается. Подешевле. И рядом у нас Шахман. В таком интересном цвете. Давайте сейчас внутри, пока там мои товарищи находятся. Ой, что-то выпало. Это не страшно. По крайней мере, управление, там вот круиз и музыка. Управление вообще отдельная ручка. Ну давай, Шахмана что-то хвалили. Путевка такая многоступенчатая. Спальник тоже широкий, но чуть-чуть поменьше, чем в предыдущих. Зато верхний полноценный, большой. Да, здесь верхний. И два турника. Один для туалетной бумаги, другой для полотенца. Ну, здесь, конечно, опять же, тот Ауман Даймлер, который мы смотрели, тот, конечно, пока что выигрывает. Зато есть сразу отбор мощности. Зачем он здесь на тягаче отбор мощности, блин, заводской комплектации? Они же знают, что ты будешь, чем ездить будешь. Видимо, ставят сразу же. Два транспортных положения, подогрев фильтра, первый, второй бак переключения. Вот это пушка. Давайте я вылезу, а вы посмотрите. Авто. Ну, да, и датчик света есть, датчик дождя есть. Господи. Ну вот оно все. Еще на Радар. датчик дороги есть. Короче, они ничем не отличаются, в принципе, автомобили. Все примерно одинаковые. Здесь большой дисплей, здесь электронное табло. Вставки вот эти вот блестящие, они в принципе на всех автомобилях у них вот так. Пластик, конечно, не на Scania S-ке, но в целом ящики не гремят. Ну, ручки недорогие. Чувствуется прям такие хиленькие, но нормально.
пока еще не стянула. Моя команда бежит все вперед. Смотри, тоже вентиляция, обогрев сидений. Я понимаю подход водителя. Надо брать. Некрашено. Кто варил? Кто варил? Максим, что ли, Емельяненко? Так, еще один шахман. Это уже мощный 8/4 автомобиль. На самом деле на 3. Он 8/8? Я не рассмотрел, да? Да, 8/8. Цвет рамы прикольный смотреть. Видишь, какой цвет? Да, как Мерседес. Легковой заводской цвет. Вот в салон залезть, там личные вещи представителей компании. Ну ладно. Он в горошек. Пойдем туда сходим. Вероятнее всего, он будет такой же, как и тот. Но здесь что-то упало, мы трогать не будем. Скажут, что мы поломали. Не понял, что это мамы такие. Не. Нет, он такой же. Друзья, это, я думаю, что каждый узнает в этом автомобиле. Ивеко. Правильно? Стралис? Я не знаю, металл, наверное, не подойдет, но очень-очень сильно похож. Просто как в Ситраках, там прям один в один, наверное, отливка. И прошу заметить, перед вами газовый автомобиль, исключительно газовый автомобиль. На моторе мы можем наблюдать катушки зажигания, под которыми установлены обыкновенные свечи, система зажигания. Да, да, да. Полностью газовый автомобиль. Слушай, ресурс у газовых автомобилей как? Неизвестно. Неизвестно? Нет, спасибо. Мы пока смотрим в качестве давления. В прямом смысле, не Прямом, шутка. да, без шуток. Баки вообще бомбические. М? Ну, я смотрю, был такой бум что-то на газовых автомобилях, что-то больше начали даже газодизеля делать, да? Я не знаю, сейчас КамАЗ газодизель делает, нет? Делает. Еще делает. И чего? Могу сказать одно. Катализатор с этого автомобиля стоит нормальных денег. И что-то в последнее время я заметил, что утихло. И в интернете как-то мало об этом говорят. И о газовых автомобилях, установке газового автомобиля. Ой, здесь уже видно. То, что ни на чем не заморачиваются. Отлита просто панель. Оп, оп, оп. Вот здесь уже у нас попроще все. Здесь уже все попроще. 3 саморезика. И века. Не, ну так Даже не похоже. кнопки ивековские, блин. Даже, Где? блин, А, ну вот да, вот все это кнопки ивековские, блин. Переключатели все ивековские. Ручки все ивековские, блин. Здесь конечно, могли бы, конечно, поставить хоть какой-то чехольчик, ну, как-то все-таки красоту. ну это вообще уже бюджетный автомобиль. Ты посмотри на карты дверей. Он, Да я уже
Не, на каждом свое. В любом случае, эти автомобили будут покупать. Пытаются все, но нету ни приборов диагностических, ничего. Так, я даже не знаю, в одно видео я это все запихну или не запихну. Вот твоя тематика. Ты можешь рассказать про этот мотор? Вот, тебе надо правее и как бы обогнуть. Мягенько, мягенько. Можно босиком ездить. Я думаю, просто коврик положить немножко. Комбинированное, понятно. Не вижу кнопки опускания рулевой колонки. Что вам посмотреть? Ну, здесь такая приборная панель, комбинированная. Друзья, ну все примерно одинаковые автомобили. Да, есть чуть-чуть выше классом. Они все одинаковые. И ниже классом, они тоже все одинаковые. Не классом, а... Да. Что это такое, подскажите? Глазок какой-то. Все примерно одинаковые. Было открыто, пускай открыто будет. Это уже премиум класс. Это наш российский КамАЗ. Смотри, какой интересный козырек у него сверху. То есть он не от кузова отходит, а отдельный. Почему он крепится? Там сзади, что ли? А, вот такого. Тут что-то интересное делали. Чё? Если захочешь снять коробку, что за коробка вообще? Автомат? Гидротрансформатор? Да, гидроавтомат. Починим? Нет. Думаешь, полезем? Шли посмотрим. Да, здесь я, конечно, могу точно порваться, поломаться. Слизывали этого Мерседеса бедного. Прям так его слизывали. Что? Эллисон Transmission. Вот так интересно. Ручка принудительного управления. А также... А у тебя альтернативный переключатель? Я вот тоже А для не чего? совсем могу понять. Подожди, если у тебя будет здесь R стоять, а ты там D нажмешь, то что произойдет? То она поедет туда, куда ей хочется. Даже камера за водителем встроена. Я вот заметил, оплата. там... Вот, точняк, а что здесь платить? Тоже подписку на мультимедиа? Да? 2 USB. Здесь цифровая, ну не цифровая, а обычная панель, но не это самое. Даже аккумулятор отключили, чтобы никто не включил. Мало ли Здесь, кто конечно, посередине экрана, здесь мультимедиа. В середине экран, стрелки обычные. Ну, здесь у нас самосвальное исполнение, конечно, хотелось бы посмотреть. Нет. Как же его, блин, Когда? который такой на выставках показывали, премиум класс там вообще. Когда завтра? Ну, может, он здесь и есть, мы сейчас посмотрим. Днем? Вот это что-то непонятно держится, но... Ой, ну надо ехать, блин, брать инструмент. Спальник, все. Ну, самосвал и самосвал. Ну да, Что там? Цвет в случае есть, походу, как коротнет.
Если кузовом зацепишь за линии электропередач, То что? то ну, какое-то заземление, защита походу стоит. Хотя как-то очень сомнительно. Вообще как бы назначение этого автомобиля, если честно, вообще загадка. Значение, ты посмотри, какой там кузов. Смотри, сколько кубов там. Кузов там, да, сумасшедший. Цвет крутой. Однозначно мне нравится. И просто огромный кузов. Напарник, ты где там? Рама двойная. Видишь? Да, до самого конца. Похоже на даже бортовые с охлаждением. Какая, блядь, уже машина новая, брат. Чего там рассказывать? КамАЗ. КамАЗовский двигатель. Да, чисто КамАЗовский. Разработка 4 года назад. Показывали на выставке. Гидромеханическая смесь, Уважаемые участники и посетители Комтранс рычаг 2020 и в 11:00 на стенде компании КамАЗ пройдет пресс-конференция. Приглашаем на стенд компании. У меня же не все зрители видели вот такие вот КамАЗы. В Бразилии, в Южной Америке много у нас зрителей, с Южной Америки, Индонезии. Там такой техники нету. Может, им интересно посмотреть, сколько она У стоит. них китайские чанлонги есть. Нет, у них тоже их нету. Я тебе больше скажу, их, по-моему, даже в Китае нет. Нет, есть что. На ситраках точно ездят и по ситраке. Да, вот всякие чанлонги и прочую. Из пятого элемента, наверное. Они уже находились сегодня. Под цвет КамАЗа. Они, наверное, представители КамАЗа. Да. Ну давай так, она честно, если бы ты вот сейчас стоял, у тебя стоял вопрос купить парк автомобилей новых, ну, допустим, 10 машин, ты бы выбрал европейские по цене 16 миллионов, либо ты бы взял по 9 миллионов китайцев. Скорее бы, наверное, китайцев выбирал. Но выбирал бы какие моторы. Коробки моторы. Какие Ну, предпочтительные? предпочтение, скорее всего, брал бы Каменс, потому что по нему, по крайней мере, есть информация. И коробки, как следовательно, это Трахон. А вы, друзья, оставьте свои комментарии, что бы выбрали вы. Очень интересно узнать. Пошли попить возьмем. Все-таки для зрителей из-за границы покажу вам не только внешний вид КамАЗа, но и покажу внутри, как он выглядит. Автомобиль долгое время используется на различных производствах, стройках, хозяйствах. Наш любимый КамАЗ. Ну, здесь, конечно, все простенько. Ну и цена намного дешевле всех остальных. Ну, это наш народный автомобиль, который заслужил доверие у граждан. Закрывается как гелик. Или не закрывается? Все закрыто. А? Полная защита двигателя. Грязи и всего прочего. Мега продуманная система рулевого управления маятниками. Простота, надежность, комфорт. Надежность, уверенность в том, что ты нигде не станешь. Даже если здесь всю электропроводку из кабины выдрать, он все равно доедет. Вот так вот. Даже если ее просто сжечь. Так, на улице мы все прошли. Сейчас зайдем, загрузимся в павильоны, посмотрим, что внутри.
заходим в 8-й павильон. Сейчас мы увидим много интересного. Оставайтесь на нашем канале, и вы увидите много нового. Главное в этот момент не забыть подписаться. Подожди, 8.1, 8.2 это то же самое? Друзья, на этом мы заканчиваем первую часть нашего видео. Машин достаточно много на выставке, и вместить их в одно видео достаточно сложно. В следующем видео вы увидите еще более интересные экземпляры, которые стоят внутри павильонов. Я уже их посмотрел. И напоминаю, что на Дроме уже есть объявление со всеми машинами, которые вы увидите на выставке. Там вы можете ознакомиться с характеристиками, ценами, а также почитать отзывы на данные автомобили. Кстати, мы уже определились для себя, какой автомобиль произвел на нас самое большое впечатление, какой автомобиль нам больше всего понравился. Если вам интересно, идите на Дром. В описании я указал, какое объявление вам нужно найти, в нем вы найдете ответ. Там я оставил пасхалку. И, друзья, если вы хотите, чтобы следующая часть этой выставки вышла как можно быстрее, оставляйте комментарии под этим видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться. В следующей части вы увидите еще более интересные автомобили. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Отдельная благодарность тем, кто подписан на наш канал. До встречи в новом видео. Пока. Я пошел.